Как снять приступ кашля у ребенка? Возможные способы. Как снять приступ кашля у ребенка? Возможные способы. Как снять приступ кашля у ребенка? Этот вопрос не дает покоя родителям, которые сталкиваются с частыми простудами. Симптом указывает на развитие инфекционного заболевания. Это защитная реакция организма, при которой тело пытается освободить бронхи и легкие от мокроты и пыли. Кашель приносит детям дискомфорт, дыхание становится учащенным, появляется заложенность носа и другие признаки. Необходимо устранить проблему до появления осложнений. Мальчик на приеме у врача. Причины кашля и его виды. Кашлевый приступ можно убрать в домашних условиях. Для начала необходимо разобраться в видах кашля, так как их лечат по-разному. Разновидности: сухой, ребенку тяжело дышать, мокрота отходит в небольшом количестве, приступы частые. Мокрый, кашель с большим количеством мокроты, наблюдается общее недомогание, учащенное дыхание. Ларинготрахеальный, легкие покашливания возникают в начальной стадии развития фарингита, ларинготрахеита. Аллергический, возникает резко, дыхательные пути отекают, малыш задыхается, необходимо вызывать скорую помощь, чтобы купировать приступ. Приступообразный, появляется резко, не превращается в течение 10-20 минут, приступы возникают 7-8 раз в день. Кашель возникает по разным причинам. Чаще всего его вызывают вирусные инфекции, которые сложно вылечить антибиотиками. Основные заболевания: бронхиальная астма, острый хронический бронхит, пневмония, ОРВИ, фарингит, ларинготрахеит, аллергия, сердечные болезни. Точную причину симптома поставит врач, так как необходимы дополнительные обследования и анализы. Важно! В домашних условиях невозможно поставить диагноз. При кашле непонятной этиологии обследуется стационарно. Возможные заболевания: когда ребенок долго не может откашляться, приступ не прекращающийся, это свидетельствует о болезни. Успокаивать симптомы в домашних условиях сложно, эффект от лекарств длится недолго. Основные заболевания: ОРВИ. В 70% случаев простуда является причиной приступов. Вылечить антибиотиками ее сложно. К моменту выздоровления кашель самостоятельно проходит. Родители могут облегчить состояние обильным питьем и прогреванием. Пневмония. У грудничка наблюдается высокая температура, дыхание тяжелое, частое. Приступы кашля частые с обильным отделением мокроты. В запущенной стадии начинается разрушение тканей легкого. Бронхиальная астма. Бывает врожденной или приобретенной, возникает при попадании раздражителя в легкие. Идет резкий сухой приступ кашля. В хронической форме пользуются ингаляторами постоянно. Острый или хронический бронхит. Болезнь часто развивается у детей до 3 лет. Происходит обильное выделение слизи, которое забивает бронхи и мешает нормальному дыханию. Сердечные болезни. У детей такой симптом проявляется редко. Встречается у младенцев с рожденным пороком сердца. Ларинготрахеит. Происходит отек верхних дыхательных путей, кашель приступообразный, тяжелый и частый. Ребенок задыхается, необходимо срочное лечение. Коклюш. Инфекционное заболевание, которое протекает резко, дает сыпь на теле красного цвета, повышается температура тела, малыш постоянно кашляет, мокрота не отходит. Какая болезнь у ребенка, расскажет врач после проведения обследования. Снимок легких поможет разъяснить картину и назначить препараты. Мальчик делает ингаляцию, и всегда ли кашель вызван заболеванием. Быстрый приступ кашля, который проходит самостоятельно, не говорит о наличии заболевания. Малыш может просто подавиться едой, слюной или мелким предметом. Это происходит из-за спазма бронхов в легких. Причины физиологического кашля: насморк, пыльное помещение, сухой воздух в комнате, попадание инородного тела, резкие запахи и парфюм. Обычно симптом проходит самостоятельно в течение короткого времени. Если он проявляется часто, но ребенок в хорошем настроении и не испытывает недомогания, то нужно изменить условия в комнате. Опасность приступа кашля. Снять приступ кашля у ребенка можно разными методами. Однако использование лекарственных средств должно проходить под наблюдением врачей. В качестве первой помощи дают препараты против кашля, но только в крайнем случае. Понять, что у крохи начался приступ кашля, возможно самостоятельно. Если малыш постоянно кашляет, симптом продолжается в течение 10 минут и более, то стоит вызвать врача. Симптомы кашля: частые приступы, повышение температуры, насморк, отделение мокроты, потеря аппетита, плохой сон, слезотечение, частое чихание.
Когда успокоение наступает быстро, то не стоит беспокоиться. Скорее всего, младенец просто подавился. В первый год жизни груднички часто встречаются с такой проблемой. У них прорезаются зубы, за счет этого происходит обильное слюноотделение. Малыш часто давится слюной. Это нормально и не требует лечения. Когда все зубы прорезываются, слюнотечение останавливается. Важно! Детям до года нельзя давать играть с мелкими предметами, в этом возрасте малыши все тянут в рот. Маленькие детали могут застрять в дыхательных путях. Когда следует вызывать скорую помощь? Если кашель непрерывный и нет возможности вызвать врача, нужно набирать скорую помощь. Критические симптомы у ребенка: приступ проявляется в ночное время и длится несколько часов, в мокроте наблюдается кровь, малыш закашливается. Задыхается, ребенок начинает синеть, в слизи наблюдаются прожилки зеленого или желтого цвета, наличие рвоты, температура тела выше 380 С. Не стоит откладывать посещение врача. При возможности доктора вызывают на дом или скорую помощь. Сильный кашель обеспечивает кислородное голодание, что приведет к осложнениям в будущем. Девочка лежит в постели, экстренные меры при кашле. Что нужно делать в домашних условиях, чтобы успокоить кашель у грудничка? Молодые родители, которые сталкиваются с такой проблемой впервые, сильно переживают и не знают, как правильно поступить. Для каждого вида кашля существуют собственные меры. Как остановить приступ сухого кашля? Купировать приступ сухого кашля можно при помощи ингаляции солевым раствором. Используют ингаляторы с физиологическим содержимым. Если нет дома устройства, то подойдет кастрюля с горячим раствором, над которым держит грудничка. Процедура останавливает приступ, помогает выработке мокроты, смягчает ткани дыхательных органов. Как только малыш успокоится, его отводят к врачу, чтобы тот осмотрел кроху и назначил лечение лекарствами. Разрешено в качестве первой помощи давать травяные растворы для легких. Важно! Сухой кашель сопровождается хрипами. Как остановить ночной кашель? Как остановить сильный кашель у ребенка ночью, ведь врача на дом вызвать не получится, а скорая будет долго ехать. Если малыш кашляет во время сна, он не может откашливаться, приступ длительный, непроходящий, облегчить состояние крохи помогут следующие действия. Берут карапуза на руки, чтобы его успокоить. Малыша держат на руках вертикально или усаживают на колени, так мокрота легче отходит. Увлажняет комнату разбрызгиванием воды. Дают ребенку теплое питье, чтобы увлажнить слизистые оболочки. Закапывают носовые пазухи солевым раствором или физраствором. Укладывают малыша на животик и делают постукивающий массаж по спине. Стараются уложить кроху спать. Такие меры помогут временно устранить симптом. Утром вызывают на дом педиатра. Девочка кашляет. Что делать при кашле без видимых причин? Помочь сбить приступ кашля ребенку можно в домашних условиях. Иногда симптом возникает без причин. Это может быть началом проявления болезни, а также носить физиологический характер. Необходимые действия: успокаивают кроху, если он испугался. Увлажняют носолевым раствором. Делают постукивающий массаж спинки для отхождения мокроты. Увлажняют помещение. Если после этих мер приступ повторяется, то необходимо обратиться в поликлинику. Если симптом прошел, то продолжают наблюдать за ребенком. Если сопровождается рвотой, снятие кашля, который сопровождается рвотой, необходимо проводить сразу же после возникновения. Помогают ребенку откашлять мокроту. Устранить приступ может обильное теплое питье. Рвота возникает из-за сильного спазма брюшной стенки. Напрягаются мышцы не только легких, но и живота. Поэтапные действия: успокаивают ребенка. Берут на руки, нельзя оставлять малыша в лежачем положении. Дают теплое питье, удаляют слизь из носа аспиратором. Проводят массаж спинки постукивающими движениями. Вызывают скорую помощь. Важно! При сильной рвоте возможно обезвоживание. Чего нельзя делать при сухом кашле? При сухом кашле приступ снимают, соблюдая осторожность. Не все действия помогут унять симптом, некоторые из них оказывают плохое влияние. Запрещенные приемы: применение отхаркивающих препаратов, прием теплых и горячих ванн, ингаляции с лекарственными средствами, прогревание горчичниками. Нельзя заставлять ребенка кушать через силу. Запрещаются активные игры. Малыша одевают в легкую одежду, чтобы она не создавала дискомфорта и перегрева. Важно! Сухой кашель протекает сложнее, чем влажный. Лечить его может только врач. Самолечение вызывает осложнения.
Мальчика слушает врач Комаровский, прокашливая приступы. Доктор Комаровский говорит, что, если ребенок начинает кашлять, не стоит впадать в панику. Нужно успокоиться, создать мирную обстановку дома, чтобы кроха не волновался. Полезные советы: ребенку дают большое количество теплой жидкости. Кормят малыша по требованию. Во время болезни лучше не переедать. Проводят массажи спины, проветривают помещение, увлажняют его, прочищают нос от слизи. Кашель у ребенка вызывает много тревоги. Каждый родитель сталкивается с этой проблемой. До годовалого возраста дети часто болеют, так у них формируется иммунитет, этого никак не избежать. Главное – своевременно заметить проблему и начать лечение. Видео